Вы наверняка помните этого говорящего кота. Он повторял за вами слова, смешно реагировал на удары. Но вы даже не представляете, что скрывается за этой наивной мордой. Это история говорящего Тома. Как обычная игрушка для детей стала вирусной легендой, превратилась в целую империю с десятками игр при общем количестве загрузок в 24 миллиарда, теориями заговора с элементами хоррора и мультсериалами. В этом видео обсудим, кто создал кота Тома, рассмотрим основные игры серии, оценим мультсериалы в аниме-стиле и мерч, покажу свою игру, на которую я вдохновился после игры «Мой Том», разберем почему теперь все это принадлежит китайцам и многое другое. А прежде чем начать, поставь лайк и напиши любой комментарий. К сожалению, мои видео почти не набирают просмотров, и это хоть какой-то шанс, что данный выпуск увидит хотя бы 100 человек. Всем заранее благодарен. Outfit 7 – это студия, основанная в 2009 году славянской парой. Изначально они делали довольно простые и ничем не примечательные приложения. Однако уже в 2010 году компания перенесла штаб-квартиру в Лондон, где и началась настоящая история успеха. Именно там команда взялась за разработку говорящего Тома, игры, которая изменила все. Первая версия вышла на iOS в 2011 году, а уже в начале 2012 добралась и до Android. Проект моментально стал вирусным, его скачивали, показывали друзьям и записывали с ним видео. Что примечательно, так это то, как распространялась игра. В большинстве случаев это было именно сарафанное радио, люди всячески сами делились игрой и продвигали повсюду. Уже через 1,5 года количество загрузок превысило 300 миллионов. И это в эпоху, когда смартфоны были далеко не у всех. Такой бешеный успех превратил Outfit 7 в одного из крупнейших мобильных разработчиков своего времени. Получив эту волну внимания, студия начала активно расширять вселенную, выпускать игры с новыми персонажами, создавать клоны на ту же механику, но с различными героями. При этом кот Том все равно оставался центральной звездой всей франшизы. Если вы не застали ту самую первую версию говорящего Тома, то вот как она выглядела. У игры был довольно простой, но забавный функционал. Тома можно было ударить, напоить молоком, а иногда он неожиданно царапал экран или повторял за вами голос с искажением. Для 2011 года это выглядело достаточно солидно. Сейчас такой функционал может показаться примитивным, но важно помнить, тогда смартфоны были далеко не у всех, игр в сторах было в разы меньше, и почти каждый новый проект сразу вызывал хайп. Да и создать мобильную игру в то время это не то же самое, что сегодня. Документации и понятных туториалов почти не было, так что для своего времени говорящий Том был настоящим хитом. Лично я тогда в первую версию не играл. Напишите в комментариях, если вы были среди тех первых, кто ее оценил. Чем именно она вам приглянулась или наоборот бесила? Интересна обратная связь. После успеха с Томом Outfit 7 начали выпускать клонов с разными персонажами. Говорящий гипопотам, птичка Ларри, ежик Гарри, тираннозавр, Санта, робот и даже говорящая бактерия. Все они сделаны в одном стиле и похожей механикой. Персонаж повторяет голос и реагирует на прикосновение. Чуть позже появились ключевые герои франшизы – пес Бен и кошка Анжела. Эти персонажи стали основой для будущих игр и мультсериалов. И что удивительно, многие из этих игр до сих пор скачивают и активно играют по всему миру. Именно в те годы и была заложена вселенная Talking Tom, которая со временем превратилась в один из самых узнаваемых брендов в мобильном гейминге. А теперь давайте рассмотрим ту самую игру, с которой большинство людей, включая меня, вообще познакомились с этой серией. Конечно же, речь идет о «Мой говорящий Том», настоящей легенде мобильных игр. Когда я впервые увидел эту игру, меня сразу накрыло ностальгией. Я вспомнил старые добрые тамагочи, которые мы играли в детстве 90-х. Это был тот же концепт – симулятор домашнего питомца, за которым нужно было ухаживать. И именно эта знакомая механика меня сразу так зацепила. Здесь ты ухаживаешь за Томом, можно его гладить, кормить, купать, укладывать спать, следить за его состоянием. Он реагирует на действия, может смеяться, обижаться, показывать разные эмоции.
и это действительно создает ощущение, будто он живой. Что особенно круто, интерьер полностью настраивается, можно менять обои, мебель и различные комнаты, а еще одежда Тома, его внешность и цвет шерсти, все кастомизируется. Прокачка уровня открывает доступ к новым предметам и фишкам. Конечно же, мини-игры. Здесь их много, и они реально затягивают. Это не просто декорации. Именно через мини-игры вы зарабатываете внутриигровую валюту, которую тратите на все остальное. Есть и аркады, головоломки, и даже раннеры. У каждого что-то свое. Это добавляет дополнительной играбельности. Постепенно Том взрослеет, и этот элемент развития делает привязанность к нему еще сильнее. А благодаря ежедневным заданиям и наградам игрок возвращается снова и снова. На фоне других мобильных игр тех лет мой говорящий Том был словно глоток свежего воздуха. С красивой графикой, плавной анимацией и в целом отлично оптимизированной механикой. И неудивительно, что игра так выстрелила. Миллионы людей по всему миру залипали в нее целыми днями. Кстати, именно мой говорящий Том в свое время вдохновил меня на создание одной из собственных мобильных игр. Это шуточный симулятор полиции. И да, он тоже сделан на движке Unity. В игре есть 3 основных локации: двор, отделение и доска розыска. Можно настраивать своего персонажа, менять пол, форму, покупать транспорт и выполнять небольшие квесты. А чтобы было веселее, я добавил несколько мини-игр, например, матч 3 и не только. Все сделано с юмором, в легком стиле, чтобы можно было просто залипнуть на пару минут. Если интересно, на моем канале уже есть видеообзор этой игры со всеми ссылками и подробностями. А еще я делюсь разными фишками, процессом разработки и инсайдами в своем телеграм-канале. Все ссылки есть в описании канала. Буду рад, если кто подпишется. В 2014 году Outfit внезапно почистили многие свои старые проекты. Скорее всего, из-за падения интереса или просто потому, что игры перестали приносить стабильный трафик. И, кстати, подобную практику они устраивали еще не раз. Но после этого студия взялась за куда более смелую стратегию. Выпуск, можно сказать, что клонов популярных мобильных игр, но в своей фирменной стилистике Talking Tom. Например, Talking Tom Pool – механика, очень напоминающая Gardenscapes и Homespace, плюс классический Match 3. Talking Tom Camp уже более похоже на Clash of Clans с возможностью строить базу и атаковать других игроков. Talking Tom Hero Dash – очевидный двойник Subway Surf и других миллионных раннеров. В общем, Outfit 7 попробовали почти все хайповые жанры мобильного рынка, от головоломок до P2P экшена. И знаете, с их миллиардной аудиторией почти любая игра взлетала как минимум до 100 миллионов скачиваний. Механики могли быть заимствованы, но в обертке Talking Tom они снова собирали миллионы фанатов по всему миру. Также в 2014 году Outfit 7 запускает Talking Tom Shorts, серию короткометражных мультфильмов с участием Тома и его друзей. Сюжеты были легкими, забавными и во многом отталкивались от событий и механики в играх. Эти ролики быстро набрали популярность на YouTube и стали важной частью продвижения франшизы. А уже в 2016 году на японском и корейском каналах Talking Tom выходит совершенно новый формат – веб-сериал в стиле аниме, который визуально и по подаче сильно отличается от предыдущих работ. Благодаря вирусному эффекту и восторженной реакции аудитории, сериал стал выходить и на остальных официальных каналах бренда. Позже последовали и другие мультсериалы, уже ближе к 3D, такие как Talking Tom and Friends, где герои получили полноценные сюжетные арки, характеристики и даже озвучку. Это не только укрепило связь с фан-базой, но и расширило возрастную аудиторию. Теперь за приключениями Тома следили не только дети, но и подростки и даже взрослые. Параллельно начали активно выходить товары с символикой серии. Фигурки, плюшевые игрушки, одежда, рюкзаки и даже настольные игры. Франшиза Talking Tom превратилась в настоящий бренд, который шагнул далеко за рамки мобильных игр. Несмотря на то, что серия игр Talking Tom в целом считается доброй и детской, скандалы и слухи ее тоже не обошли стороной. Первый и, пожалуй, самый громкий и массовый – это история с приложением «Говорящая Анжела». Вокруг него в начале 2014 года разлетелась жуткая легенда в стиле хоррора, что якобы в ее глазах можно увидеть чье-то отражение, а сама игра подключается и шпионит за детьми через камеру. Конечно же, это все были фейки, и они тщательно были разоблачены. Также были
скандалы из-за чат-бота, в итоге режим чата в игре потом вовсе убрали. Второй менее известный скандал – это смена дизайна самого кота. Многие игроки начали жаловаться, что после одного из обновлений Том стал выглядеть более пластиковым и мультяшным, а не пушистым и реалистичным, как раньше. Особенно это задело фанатов первой версии. Были обвинения в излишней монетизации, особенно в более поздних играх вроде «Мой говорящий Том 2». Там очень быстро заканчивалась энергия, а восстановление было только через рекламу или платить. Также многие возмущались, что даже базовые функции вроде еды или туалета завязаны на донате и рекламе. А в отдельных странах типа Саудовской Аравии игру временно запрещали, ссылаясь на неподходящий контент для детей. Правда, официальных причин так никто и не раскрыл, и запрет продлился недолго. Еще один интересный факт из ранней истории: оригинальный облик Тома в первой версии вообще не был уникальным. Его купили на обычном фотостоке, и как позже выяснилось, Outfit не оформила на него даже эксклюзивные права. В итоге любой желающий мог купить ту же 3D фигурку кота и использовать ее в своей игре, рекламе или даже кружке. Интернет это быстро подметил, начались мемы, где говорящий Том появился в совершенно неожиданных местах. То в рекламе китайских лекарств, то в сторонних приложениях. Тогда многим стало понятно, что поначалу разработчики особо не парились с авторским правом, просто слепили игру из доступных ассетов, и иронично, она все равно выстрелила. Позже, конечно, модель полностью переработали, именно поэтому ее заменили, и у Тома появился свой стиль, характер и полноценный узнаваемый образ, защищенный авторским правом. Но тот самый старый Том — это отдельная страница в истории мобильных игр. Про эту историю с первым скином есть отличные видео на YouTube. Кому интересно, поищите, там прям целый детектив. В целом, несмотря на скандалы, все они по сути только усиливали внимание к серии игр. Аудитория продолжала расти, а франшиза ставала только популярнее. А теперь немного интересных фактов. Во-первых, по заявлению сотрудников студии на сегодня, игры серии Talking Tom преодолели планку 24 миллиарда скачиваний. Это, на секундочку, больше, чем население всей планеты, в 3 раза. Причем скачивания были почти во всех странах, даже там, где интернета толком нет. Это делает их игры одними из самых узнаваемых мобильных франшиз в мире. В среднем каждый день в игру играет 500 миллиона активных пользователей. Outfit 7 также регулярно попадала в топы аналитических платформ. В одном из отчетов она даже входила в топ-10 издателей мира по количеству загрузок на Android и iOS. Кроме того, игры Talking Tom часто попадали в рекомендации Apple Store и Google Play, в том числе и во вкладке «Игра года», выбор редакции и топ бесплатных. Это случалось не один раз. Также немногие знают, в книгу рекордов Гиннесса Talking Tom официально не попала, но в разных неофициальных рейтингах она часто мелькает как самый популярный виртуальный питомец в истории. Даже Тамагочи до него не дотянулся по масштабам. Интересно и то, что у Talking Tom есть официальный YouTube канал, который перевалил за 20 миллиардов просмотров. Это больше, чем у многих мировых брендов, включая крупные ТВ-сети. Сам сериал Talking Tom и Friends переведен более чем на 25 языков. А еще сам персонаж стал поп-символом. Даже на китайских фестивалях можно встретить ростовых Тома и Анджелу. Ну и финальный факт. Вдохновленный успехом Talking Tom, компания Outfit 7 сделала около 4 десятков отдельных приложений, включая клоны, раннеры, головоломки, аркады, и почти все они набрали сотни миллионов скачиваний. Просто конвейер успешных релизов. С 2017 года Outfit 7, компания, стоящая за серией Talking Tom and Friends, принадлежит китайской корпорации. Они приобрели фирму за $1 миллиард. Такая вот история у говорящего Тома. От простого кота-повторюхи до настоящей медиа-империи с миллиардами скачиваний, кучей игр, сериалами и даже своими скандалами. Если понравилось видео, поставь лайк. Также мне очень нужны подписчики на канале. Впереди еще много контента. Благодарю за просмотр и до скорых встреч в следующих видео.